Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Время мчится очень быстро, не успеешь оглянуться, а уже Новый год. Поэтому я всегда готовлюсь задолго, чтобы осталось время на неспешную уборку, готовку. А еще раньше приходилось готовить какие-то сценарии, поэтому если готовы подарки, меньше переживаний. Я поделюсь с вами очередной идеей, не слишком затейливой, и шить будет несложно. Я собрала вот такой ворох тонких тканей. Здесь органза, вуаль, шторные ткани, тонкая подкладочная ткань. А еще понадобятся небольшие обрезки, которые пойдут на изготовление аппликаций. Я вырезала прямоугольные заготовки размером 50 на 40. Так, это у меня две отдельные детали, а вот в этом случае цельная деталь размером 1 на 40. И еще вот такие короткие детали 42 на 8. Это будут ручки. Вы уже, наверное, догадались, что буду я шить сумки шопер. А дальше я буду использовать еще вот такие хвосты от выпадов из различного кроя. И это будут, как вы понимаете, елочки. Вырезаю ножку. И вот такая елочка. А так как ткань тонкая, я буду использовать дублерин и клеевой флизелин. Вот, на такую темную, конечно, я не буду светлую елочку класть. Но видно будет. Вот такая будет елочка. Ну и вот, посадила я свои елочки на флизелин. Теперь я все это срезаю. Ну и вот, готовые елочки. Самые разные. И с ножками, и без ножек. Ну а так как основная ткань у нас очень тонкая, я буду делать подложку из вот такой ткани. Она такая рыхлая, тонкая. И сюда она подойдет очень хорошо. Я показываю вам на примере одной из елочек. Вот таким образом. И здесь видно границы подложки. И прикинув примерно, какая композиция у нас будет из елочек, ну, например, так, я буду пришивать сначала одну, эти можно тоже закрепить, чтобы примерно знать, на каком расстоянии, на каком уровне будут остальные елочки. Вот. И начинаем уже пристрачивать с подложкой вот эту елку. Пришивать я буду швом зигзаг. Вот я закрепила все.
Ну, а излишек ткани я сейчас отрежу, чтобы она не мешалась при шитье. Ну вот, елочка пришита. Теперь можно небольшие махрушечки здесь вот посрезать. Но здесь их практически и нет. А затем с изнаночной стороны мы срежем излишки ткани. Но надо действовать осторожно, чтобы не срезать нижнюю ткань, иначе вся работа пойдет на смарку. Вот таким образом. Ну, елочки, которые здесь были, мы их можем обратно разместить, можем поменять. Какие-то другие композиции здесь сделать. Я вам сейчас показываю другую композицию с другими елочками. И я соединила две основные детали, причем деталь положила лицевой стороной наверх. Вот, и прострочила по 3 сторонам. Ну и сейчас я это выверну. И еще раз прострочу вот таким образом. Это называется французский шов. Ну, а чтобы удобно было сострачивать, после того, как я вывернула, я швы приутюжила. Ну, теперь такой плоский край у нас получился, и строчить будет легко. Ну вот, я прошила, вывернула, еще не гладила. И сейчас сформирую уголочки. Совмещу вот таким образом швы. И первую строчку я буду прокладывать опять же по лицевой стороне. От вершины треугольничка я проложу примерно 2,5 сантиметра вниз. Вот такую строчку ровную. Ну вот, все прошила. Отрезаю лишнее и выворачиваю. Ну вот, донышко сформировала и заутюжила вот такую двойную подгибку. Ну а дальше я для ручки оторвала вот такую полосу ткани шириной 8 сантиметров и длиной 84 сантиметра. При отрывании край получается ровный, он не осыпается, и это получается гораздо быстрее, чем ножницами. И я решила ручки уплотнить и взяла вот такую полоску голубой ткани. Я вот так ее нашью посередине сначала, а потом уже в подгибку. Ну, это просто. И вот такая отстроченная, крепенькая ручка получилась. Я сейчас ее разрежу пополам. И пришивать будем уже к сумке таким образом. Я нашла среднюю линию по верхнему краю сумки, отложила одинаковое расстояние от этой точки и поставила меточки. И сейчас я вот таким образом в эти подгибки заложу концы ручек и пристрочу по нижнему краю, вот поэтому. Так, ручки я пристрочила. Теперь я их отгибаю и пристрачиваю по верхнему краю.
А меточки эти под утюгом они пропадут. И вот ручки пришиты, но и сумка почти готова. Почему почти? Потому что я хочу сюда добавить вот такие снежинки. Вот эта сумка следующая. Она из подкладочной ткани. Вот эта елочка уже пришита, пристрочена. Возможно, под эти елочки я не буду подкладывать ткань, они плотные, эти елочки. А здесь ткань была очень хлипкая такая. И я хочу добавить сюда еще сугробы. А делать буду это таким образом. Вот такие лоскутики из сеточки я подложу под елочку. Вот таким образом. И при нашивании елочки один край у нас уже закрепится. Под эту елочку я положу лоскутик поменьше. Так, ну и под дальнюю елочку, наверное, тоже надо. Ну, как-то вот так. И вот все на месте. И сумка уже готова. Вот такие у нее замечательные ручки. Задняя стенка из 2 полотен состоит. Так, показываю следующий вариант. Вот такая сумка. Здесь у нас она бесшовная, донышко такое. Из одного полотна. Вот она светлая, и вот эти вот разводы на ткани, они как будто такой, знаете, зимний вечер такой с красным солнцем на горизонте. Немножко так вот отдает. И еще вот такая, это 3-й вариант. Ну, все они немножко отличаются по пошиву. Здесь вот из 2 полотен. Думаю, что для простых сумок, предназначенных для похода в магазин, не нужен сложный декор. И прежде чем шить эти сумки, я позвонила дочери. Пользуется ли она подобной сумкой. Я ей шила такую сумку, только в летнем варианте. И она сказала, что пользуется с большим удовольствием. Ну и тогда я вот решила, что это на самом деле будет беспроигрышный вариант для подарка. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь впечатлениями. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.